Мы приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня будем накрывать сеткой нашу теплицу. Да, это у нас светозатеняющая, вот солнцезащитная сеточка. 40% мы взяли, 3 метра ширина. И сейчас уже пришло время накрывать. В прошлом году была уже сетка эта в работе. В этом году будем накрывать, потому что уже наступает сильная жара. Ну а что для этого нам нужно сделать? Есть сетка, вот, и есть рабочие руки, самое главное. Что мы сейчас делаем? Сейчас мы ее будем поднимать на теплицу. Ага. Так, уже все разложили ее, потому что у нас она Разровняем ее она была сложена на зиму. и будем поднимать ее. Хорошо. Всё, выровняли. Так, у нас для этого дела у теплицы уже установлена лестница. Просто так не заберешься. Вот. И поднимается Александр Федорович. Это его дело. Ну, сейчас придется и мне подключаться для того, чтобы с той стороны подтягивать вот эту сеточку. Да, еще нужна одна пара рук. Еще одна пара рук. Все. Там подтягивать. Сейчас. Так, с той стороны мне надо подходить. А там лестница есть? Или я просто буду внизу? Поддерживать, да? Ага. Ну хорошо. Вот надо с этой стороны больше. Тут солнце вот идет. Александр Федорович, уже наверху подтянули мы. Вот. Это вот так, да? Да. Сейчас я вот сниму. Надо так, чтобы и вот этот кусочек тоже вот сюда, Но мы тоже, потом не чуть-чуть натянем, по а его солнечной. нужно сюда. Да, солнечная сторона, вот это нужно тоже, чтобы прикрывала, хотя бы частично. И здесь тоже. Ага. Вот так. О, Вот. И получается, что не все закрыто, и солнце будет поступать, потому что это специальная сетка такая. Вот, и для теплиц. И так, а дальше что делаем? наверное, окошко будем поднимать, эти окошка. Окошки? Окошки поднимем. Да, давай поднимай. Только ты их умеешь поднимать. Да, сейчас надо немножко. Поднимаем. Окошко у нас вот такое. Мы его раньше не открывали. Автоматика. О, это проволочка можно вязать. Снова же что-то было недоработано. Это первые теплицы. И как-то она не очень хорошо у нас получалась. И вот придумал Александр Федорович, чтобы вот таким образом ее удерживать. А дальше что? Дальше двигаемся, спускаемся, переходим на ту сторону Угу. и тоже будем А помидоры? поднимать окошко. Ага. Ясно. Ну, а помидоры и огурцы тем временем наблюдают, как мы им создаем вот такие благоприятные условия, чтобы им меньше было солнцепека. А что это ты вот тут уселся, с бутылками сидишь? Надо там на теплице быть, а ты здесь. Что ты делаешь? Чтобы перейти на другую сторону, нужно укрепить сетку с этой стороны. Так. А для того, чтобы укрепить, мы решили вот Есть, я смотрю, бутылка. и 2-литровая, и 6-литровая с водой. Что это? бутылками решили. Ага. Да. Ну, для того, чтобы укрепить, можно вот так сделать. Берем крышечку, Так. пробиваем отверстие, но не очень большое, чтобы нитка... А чем ты пробил дырку? Чем сделал? Отверстие Да, покажи. вот этим шилом. Ага. Но можно нагревать. И Гвоздь можно нагреть да, тоже, да? и чтобы красиво и аккуратненько было. Ну, я так думаю, что здесь аккуратненько. И никто видеть не будет. Там несколько узлов делаешь, Да, чтобы потому что оно я удерживалось? сделал очень большое отверстие, будем так говорить. О, чтобы оно не выскочило. Вот И теперь вот. держится, да? Да, теперь вот так держится. А теперь что Не делаешь? проходит. Закручиваю крышечку на бутылочку. И вот, как груз. Угу. Груз, видите? Вот такой. И эту бутылочку мы привяжем к сеточке. К концу... Давай пойдем покажешь, как, Да. куда именно к сеточке Пойдем нужно привязывать покажу, это. да.
И веревка, длина веревки тоже потом определяется, да, когда Определим, да. по сетке будет. Ну, добро, идем смотреть, как дальше бутылки будут служить. Я думала, что нужно большую, а оказывается, главное набрать воды, потому что она должна как утяжелитель быть, да, груз, Да. грузила. Грузила. Да. Грузила для И она рыбаков. натянет сеточку Ага, с одной стороны и с другой. Ну, у нас будет 4 бутылочки по краям. ясно. И будет Добро. натянута, и думаю, что ветер ее не сдует, это сетка, это не пленка. Угу. И будет отлично все. Пошли. Теплицы. Ага, ты вот Сеточку. край сеточки Да, и одной. завязываем Их узелок. 4 угла таких, так. Узелок завязываем, чтобы, как видите, вот, узелок завязали, да. Потом берем наши грузила, Бутылки. бутылка с водой, и привязываем к сетке. То есть бутылки будут висючие, да? Да, будут Висеть, да? Грузила висючие. Висячие. Ага, да, и как оно держится, потому что... Ага, ты просто там узел, и Да. тут вот завязываешь. Потому что я помню, мы занавески, внизу были бутыли у нас. Ну, у нас И- было длиннее. Да, занавески были очень длинные, я их сшивала. Раньше мы использовали для того, чтобы затенить очень жаркое время, разные занавески. У меня старые были тюли, и я их, они тоже такие были в дырочках, Вот так вот. использовала их. И вот так оно будет, как Хорошо. натяжитель Ага, вот у так вот. нас. С одной стороны, с другой. И потом перейдем на ту сторону, там будет с третьей и четвертой. Ага, хорошо, давай тогда сделаем и покажем дальше, что у нас. А теперь и с этой стороны бутылки, то есть уже нам дополнительных 2 пар рук не надо, у нас тут уже сеточка держится с этой стороны. Это у нас юг, с южной стороны. Ну, а теперь на севере точно такую же процедуру проведем. 2, для этого снова готовятся 2 бутылки еще. То есть у нас 4 бутылки идет 2-литровых, или это 1,5-литровые, на вот эти кончики, 4 угла сетки. Так, мне доверяется, стала бутылка. И вот она должна на теплицу. Вот, чтобы были вот эти за вот этими штучками. Так, есть. Теперь опять. Так, есть. Моя задача удерживать, потому что пойдет на эту сторону. Хорошо. Ну и осталась 4-я бутылка. Вот так в конечном итоге именно верхушка, самый пик жары у нас закрыта вот этой затеняющей сеткой тепличка. Вот так. Да, здесь самый пик. Днем вот такая жара сильная сейчас. И получается, ой, помидорки довольные. Какая красота. Вот. Тут и листья тоже делают тень, затеняют. Вот таким образом у нас теперь теплица прикрыта. Тоже сильно затенять нельзя. Тут все должно быть в меру. Ну что ж, мы укрыли сегодня. Уже установилась жара и укрыли вот, вверх вот эта сеточка. Видите, как она затеняющая. Очень удобно. Не надо уже больше занавесок портить. В принципе, старые закончились. Зато появилась новая технология. И вот эта затеняющая сеточка прекрасно работает. Стало даже чуть-чуть прохладнее. Ну и нашим растениям, естественно, будет удобнее. И смогут вязать, и меньше жариться вот эту знойную жару, которая у нас обычно уже вторая половина июля, конец июля и август месяц. Здесь на юге Украины. Юг Украины — это город Измаил, Одесская область, юг Одесской области. Здесь мы проживаем и здесь мы базируемся. Наш канал базируется именно в этом месте. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Мы показали, как мы просто с помощью бутылок, веревочек и куска затеняющей сетки вот так спасли свои растения от знойной жары, укрыли, и теперь растения будут чувствовать себя лучше. Естественно,
они лучше чувствуют, и урожайность будет лучше. Мы уже это испытали. Прощаемся с вами. До новых встреч в наших новых видео на нашем канале. Будьте здоровы!